Итак, ребят, я вас всех приветствую. После нашего замечательного июня, коридора затмений, каждый из вас и из нас сделал определенный выбор. И наш мир разделился на до и после, на тех, кто успел, на тех, кто смог, и на тех, кто остался. Сегодня я хочу посмотреть такой аспект, что передают вам ваши умершие. Возможно, это родственники, которых вы знали при жизни, возможно, это более древняя система из вашего рода. Это не важно. Я хочу посмотреть, что передает каждому из вас, вне зависимости от того, кто из вас какой лагерь выбрал для себя в тот период, который у нас подошел к концу. Итак, сегодня у нас будет в программе передать 4 колоды. Я их подготавливала заранее. Скажу сразу, что я прекрасно знаю, что определенные люди перековеркают все и захотят иметь то, на что у вас нет права. Но это ваши проблемы. Для всех остальных я хочу, чтобы вы проанализировали ситуацию и сделали выводы, где вам нужно что-то подзакрыть из 3D и что у вас есть уже из 5D. Тем, кто находится в 4D переходе между этими полюсами, вы можете проанализировать и тот вариант, и для этого, и вот именно этот момент для вас будет в плюс. Ну а там, как говорится, каждому свое. Я думаю, что как бы вы ни обманывали пространство, каждый из вас прекрасно знает, где, с кем он сейчас находится. Итак, колоды я все равно буду мешать, дабы не возникало лишних глупейших вопросов. Вот у кого-то идет просвет в воссоединении с вашим родом. Кто-то к кому-то достучался. Для кого-то пошли определенные инсайты. Они вообще-то всегда идут, и каждому, но вопрос в том, кто их слышит, а кто игнорирует. И продолжает пытаться гнуть это пространство под себя. Пока я буду подготавливать колоды, скажу сразу, можете приготовить свои вопросы. У меня будет прямой эфир, в котором я буду отвечать на них. Вопросы касаемо последних не знаю даже как. Знаете, для кого-то из вас это последние полгода, для кого-то несколько десятилетий кто-то к этому шел. Кто-то 2-3 года, у каждого по-разному. А для кого-то очень переломным был именно июнь месяц. Он вообще-то для всех был переломным. Вопрос в том, что одних переломило и поломала, а другие оказались на своем месте.
Вопросы по типу, ну, личных моментов, давайте так скажу, не задавайте, пожалуйста. Тематика более обширная будет насчет того, что происходит в мире, что происходит в пространстве с людьми. Тот, кто несет высшие цели и благо для других, вы с помощью своих ритуалов проводите действия в мир, физический мир, благодаря своему упорству. У вас идет трансформация желаемого в действительное. Опять же таки, это абсолютно для каждого. Но кто-то остался в 3D пространстве и застрял там на многие года. А кто-то увидел какой на самом деле является планета Земля, какую роль мы выполняем в ней. И каждый из нас, когда мы выбираем то или иное действие, ту или иную мысль, тот или иной поступок совершать или не совершать. Итак, определяйтесь с вашим вариантом. Этот вариант для тех, кто перешел в 5D, это для тех, кто остался в 3D. Отодвинем сюда. И теперь начнем с тех, кто прошел в 5D. Что вам хотят передать предки вашего рода? Может, о чем-то предупредить, не знаю. Сейчас будем смотреть, что покажут. На оракуле теней я посмотрю, какие энергии вы проводите по поводу вашей ритуалики, по поводу, давайте скажем так, вашей магии, если хотите. Потому что большинству людей привычно именно это слово. Хотя те, кто в 5D, прекрасно понимают, что магия это вся наша планета Земля и наше существование, вообще все, что нас окружает. А не то, что обозвали ею определенные инстанции. Итак, давайте начнем. Предки вашего рода, что вам хотят сказать? Вы соблюдаете традиции, вы выполняете кодекс. Предки, духи вашего рода находятся рядом с вами. Они вам помогают, они вас ведут.
Сейчас такая система для вас активировалась, когда вы увидите, что вы уже осознаете, что есть несколько наших планет Земля. Вы попали на одну, а те, кому положено, остались на старой планете. Вы тоже там находились и проходили свои кармические уроки, но вы их закрывали. Кто работает с миром мертвых, вам пытаются закрыть эти моменты. Хотят, чтобы вы боялись выполнять то, что вы выполняете на пути своего предназначения. Определенным силам не нравится то, какие энергии вы пропускаете через себя. Хотят, чтобы вы боялись работать на погосте. Хотят, чтобы вы не делали что-то сверхординарное. Чтобы, знаете, у вас все было распланировано. Хотят, чтобы вы боялись читать то, что вы читаете. Особенно касаемо ваших ритуалов. Учтите это. И еще по вот этой колоде я вам могу сказать, что сейчас сама планета и определенные силы вам помогают, вас ведут, оберегают и защищают. Потому что вы выбрали то, что вы выбрали. У каждого из вас стоял свой. У каждого из вас, давайте скажем так, был свой перекресток, и вы выбрали то, что вы выбрали, в зависимости от ваших внутренних ценностей. Но учтите, что если у вас есть страхи, вот это нужно все снимать. Но помните, знаете еще о чем? О том, что любой негатив, любая борьба в вашу сторону, это всего лишь крик о помощи. Это не говорит, что нужно своих недоброжелателей холить, лелеять, беречь, оберегать. Нет. Кесарю кесарева, запомните это. Кто с чем пришел, пусть тот с тем и уходит. С мечом пришли, от меча и погибнут. Вам нужно быть храбрыми и не отступать. Параллельно с этим выполняйте свою миссию, помогайте тем, кто в беде, но не разбазаривайте себя кому ни попадя. Поверьте, Вселенная лучше знает, кого к вам привести. Кого-то ведут на убой, кого-то как кролика. Кто-то думает, что он вас обманет и сам, оказывается, вырывает себе могилу. Вселенная видит и знает больше, доверьтесь ей. Я же сказала, здесь у вас урок на то, чтобы вы перешли из одних энергий в другие, в мечевые. Король мечей, тот, который сечет головы. Вы должны совершить переход в понимание того, что такое смерть. Найти с ней контакт, пообщаться. Что это за энергии? Кто это такие? Все думают, это старушенция с косой. Далеко нет. Каждому из вас она придет в своем облике. От этого смысл не меняется. Вы должны превратиться в короля мечей. Вы должны призвать всю свою гвардию и отсечь все то, что вас тянет в 3D. Потому что 3D-шники, они именно этим и занимаются. Потому что вы их пища. Вы узнаете откровение, либо уже узнаете о том, что люди, которые надменно себя с вами вели, поступали по отношению к вам не по справедливости, они получают приговор. Если кто из вас еще не встал на этот путь, который я озвучила, то как только вы это совершите,
Приговор получат абсолютно каждый, кто вторгся в ваше пространство. Помните, я когда-то говорила в одном из роликов, если вы чего-то боитесь, сделайте этого и не бойтесь. Обращайтесь к предкам, духам вашего рода, они с вами на связи, они вас выведут, они вам подскажут. Вот так вот. Для тех, кто выбрал этот вариант. И теперь переходим к тем, кто остался в 3D. По поводу вас, что я хочу сказать, ребят. Касаемо именно тех людей, которые вторглись в мое пространство за последний месяц, за последние несколько месяцев, продумывали, сидели, думали, что ничего я не вижу, не знаю, не понимаю. Запомните одно. Я иду по своей земле, к небу, которым живу, с самого своего рождения. Да, были моменты, когда я отступала, и да, были моменты, когда и я находилась в 3D. Но в отличие от вас, я всегда задавалась вопросом, почему и что дальше. Я сейчас не беру в расчет определенных личностей. Об этом я поговорю попозже. Я хочу обратиться к одному из тех практиков, который был практиком. Давайте я так скажу. До того момента, как принял решение нападать на меня. Я прекрасно понимаю, что тебя запаяло то, что ты не смог пробить мои защиты, и ты пошел другими путями. Я прекрасно это все видела. Не думай, что... других это тоже касается. Не думайте, что люди, которые искренне к кому-то относятся, их проще победить. Доброта — это не слабость, господа. Это просто образ мышления. Быть честным, открытым, доверять. И каждый из вас, который пришел в мое пространство, решил, что в общем, вы увидели то, что вы должны были увидеть, обращаясь к тем или иным, когда вы меня просматривали, когда 10 мечей планировали мне сделать, подготавливались. Каждый из вас, я повторюсь, увидел ровно столько, чтобы вас зацепить. Зацепить, чтобы вы прошли свои уроки. Кто-то из вас их понял, кто-то нет. Но я прекрасно вижу, ребята, что на падающем самолете уже нет атеистов. И знаю это за каждого из вас. Если я молчу, это не означает, что я не вижу. Я просто смотрю, до какого уровня вы опуститесь. Вот и все. Я просто наблюдаю и делаю выводы. И учусь на ваших ошибках. Анализирую, прорабатываю себя, нахожу свои затыки, трансформируюсь. Так вот, одному из вас, остальных я в расчет не беру. Один из вас, и ты меня обязательно услышишь. Тебе просили передать следующее. В отличие от тебя, те силы, которых ты вызвал ко мне, не нападают со спины.
Это тебе сообщение непосредственно от того, кого ты вызывал. Итак, будем идти дальше. Пространство. Те, кто там остался. Кстати, есть и те, которые шли, потом ползли в направлении этой двери, пока она была открыта, и благополучно разъелозились мордой в грязь, мордой лица, прямо перед дверьми, прямо перед порогом. Есть и такие. О вас я тоже сделала выводы, потому что вы мне учителя. Учителя, как не нужно поступать и какие энергии нельзя допускать в свое пространство, какими мыслями нельзя жить. Вот так вот. Что здесь вам передают? У кого есть дети, полетело по вашим детям. Вы уверены, что вы, имея договора, имеете все. А такие, как я, уверены лишь в одном. Мы проводники определенных энергий, ни больше, ни меньше. В отличие от вас, мы не цепляемся за это. Ибо приходят одни, уходят другие. Все меняется, ничто не вечно. Здесь, если, я не знаю, кем вы там были, но на данный момент вы пажи. Вы под определенным эгрегором. Вы под магией, вы под влияниями, под сущностями. И то, что с вами происходит в жизни, особенно с вашими детьми, ребята, задумайтесь. Я тоже не идеал, я делала ошибки, я повторюсь. И об этом я не буду стесняться говорить. Я бы не стала такой умной, как многие из вас меня считают. Хотя я не гонюсь за умом. Я больше к мудрости склоняюсь. И вы знаете, вот если я сумела, да, в такой ситуации сделать выводы, соответственно, и вы сможете. Вы тот человек, который прогибает пространство под себя. И вы вроде бы как бы и дарите свои чувства и эмоции, но знаете что, свою энергию. Но вы в свое пространство притягиваете недостойных людей. Из-за того, что не проработан какой-то урок кармический. У каждого из вас он свой. Вы находитесь в определенных иллюзиях. И это факт. И большинство из вас упрется рогами и скажет: да нет же, как же это так же быть же ж не может. Это тоже ваше право, ибо это ваш путь. Как проходят ваши ритуалы? Ваши знания ушли к тем людям, на которых вы нападали. Потому что нападение было не санкционировано. Потому что, по сути, нападать ни на кого не надо. Делали каждый из вас это по одной простой причине. Деньги, власть, знания, жажда иметь то, чем обладают другие, но недоступно вам. Это зависть. Это из области «да я вершитель судеб». Нет. Здесь, на этой планете, никто не вершит. Только с позволения определенных сил. И большинство из вас имеют договора, далеко не с тем, что вы на самом деле осознаете. Вы не понимаете, что такое истинная темная сила. Вы сотрудничаете лишь с, давайте скажем так, рабочей кастой. Но свято уверовали, что вы очень полезны миру мертвых и темных, ибо большинство душ вы вывели на убой к ним. Но, я повторюсь,
Сейчас за месяц июнь вышли их папы. Давайте так скажу. И они их тоже будут проверять, контролировать. И каждый из них там по-своему выгребет. То, что с нами происходит, у них то же самое. Все ваши знания просто-напросто выметены. У вас был баланс, у вас были определенные ключи. У вас было везение. Рядом с вами было чудо. Ясновидение хорошо развито. Интуиция, тонкий мир видели. Это все их трансформировалось. Для большинства из вас это забрал определенный эгрегор. Добро пожаловать в алкоголизм, в наркотики. Добро пожаловать в ситуации, когда все привороты и отвороты, вся та любовная магия, которой пользовались вы, ваши предшественники на протяжении последних нескольких тысяч лет, ломая судьбы, вот вы теперь в этой системе. Но, даже через это вас будут вести. Но большинство из вас переломятся просто. Вас выбросят из поезда на полном ходу, ибо большинство из вас сделали очень много гадких вещей, и очень многих людей вы убили. С помощью бесов и же с ними связанных. Что мне еще вам сказать? Да, я понимаю сейчас те, к кому приходили мои недоброжелатели и меня заказывали, очень огорчены, ведь вы делали мне насмерть. Дин-дон. Как думаете, кто придет к вам? Да те же, кого вы призывали. Только немножечко поддобавят мои. И так род каждого человека, которого вы изувечили, изничтожили, изгадили, у которого вы воровали деньги, судьбу, власть, знания. И вы это знаете, ребята. Я вижу страх каждого из вас. И не только я. Таких же, как я, много. Понимаете, что в отношениях всегда должно быть все взаимно. Но вы настолько решили, что вы имеете право быть богами, что поломали слишком многое в этом мироздании, на что просто вы не имели права. Нужно уметь различать. Но как же здесь различать, если вы под влиянием, под договорами с определенными энергиями? Они тоже верны, они тоже имеют место быть, они тоже необходимы, поверьте, я это тоже знаю. Но, понимаете, есть маленькое но. И в этом но заключается смысл мироздания. Копните глубже, в конце концов. Я думаю, многим из вас уже за последние недели показали. Для кого-то намеком, кому-то конкретно шибануло. Не знаю, будете ли вы упираться дальше, это ваше право. Но моя задача сейчас донести тем, кто в 4D,
вот эти все моменты, чтобы вы успели себя проработать. Ни больше, ни меньше. И да, кстати, есть те практики, к которым обращались по мою душу, и они откатили свою работу, и они обратились ко мне. Есть и такие ребята. Всякое бывает. Чудеса, правда? Продолжим. Давайте я вам так скажу. Вы отрезаны от абсолюта, вы отрезаны от той энергии, которая питает все живое, и нашу Вселенную, и планету, и каждого человека. Вас отрезали от души, вашей души больше нет. Она кое-где в других измерениях находится. Третья карта, говорящая о том, что вопрос с детьми. Внимательнее. Научитесь ценить хотя бы через них то, что вы имеете. Ну а кому это уже поздно делать и кому плевать, который не желает остановиться и просто оглядеться вокруг. А как же мы остановимся? Гордыня-то выпирает со всех щелей. Зашкаливает. Понимаете, вы бы задались вопросом, а чем выгодны темным, истинно темным? Те, которые схожи со мной энергиями. Кому надо, вы проанализируете. У кого не совсем еще свистанула фляга и кукушка не закукарекала. Вы под эгрегором, все. Добро пожаловать в мир кармических отработок. Добро пожаловать вся грязь из родовой программы, которая только может вылезти. Ибо об этом долго рассказывать, почему именно так происходит. Те, кто знают, о каком принципе я говорю, принцип выгодного, правильного взаимообмена между нами, миром темных, мертвых, миром светлых. Что-то резко произошло. Не метайтесь, ибо да, вы на Титанике, ребят. Остановитесь и подумайте. Здесь мне показывают людей, которые получают расплату за то, что с помощью любятины, понимаете, кто-то делал привороты, отвороты, вызовы на своих подруг, друзей, на мужчин, на женщин. Хочу иметь, это мое. Понимаете, как говорил один из великих людей, султан Сулейман, нужно уметь проигрывать. И не только он это говорил, Македонский туда же. Нужно уметь проигрывать, ребята. Почему? Потому что, опять же таки, я возвращаюсь к своему опыту. Со временем окажется, что вы выиграли войну. Не прилаживая к этому ни единого своего усилия, эти люди закапывают себя сами. Теперь вы в их числе. Здесь расплата от многих энергий вам идет. И то, что когда-то вам приносило силу, это к практикам, к таким уже, порядочного уровня. Вы себя, во всяком случае, таковыми считали. Вас многие таковыми считали. Здесь этот же эгрегор вас и будет жрать.
Просто уничтожать, а к другому вам пути перекрыты. Все, двери закрылись. Двери, ребята, закрыты. Долбитесь головой, рубите их. Что хотите, делайте. Они для вас закрыты. Для кого-то на 18 лет, для кого-то даже на 28. И поверьте мне, вот из вашей всей кагалы, вот таких вот персонажей, выживут единицы. Действительно, единицы. Вы не доживете просто до этого. И вы нырнете в проработку, в этот же мир темных. И будете уже там барахтаться. Среди душ тех, кого вы погубили. Кого вы вызывали. Дочитались молитв, да? Домолились. Зачитывали. Лучше бы рэп, честное слово. Ну, это так. Шутка. Те из вас, которые еще в состоянии очнуться, первая ситуация, намек для вас, это ваши дети. Второе, вы сами под приворотной этой магией, под этой любятиной. Но большинство же из вас будет брызгать слюной, ядом, желчью. Кто-то побежит делать ритуалы, кто-то еще что-то. Я вам хочу сказать так. Что бы вы ни сделали отныне, особенно для моих недоброжелателей, мне все пойдет в плюс. Так было, так есть и так будет. И вам это не перебить ничем. Потому что я прекрасный пример того, и не только я, как нужно делать выводы, как нужно ломать порой себя. И как я уже говорила, за доли секунды успевать проработать кармический урок, договориться, встретиться. Всем своим недоброжелателям я говорю спасибо. Пусть каждого из вас своими путями и методами будет спасать и тот Бог, к которому вы обращались. Но, ребята, но не думайте, что такие, как я, белые пушистые одуванчики, если они вам доверяют. Зачастую за такими людьми стоят такие силы, о которых вы даже и не представляете просто. Ну, у вас разум не способен объять эти моменты. Вот просто учитывайте этот фактор, что вы знаете далеко не все. Всем осознанным я желаю мира и добра. Ну а всем остальным оставаться на своих местах, ибо именно вы выбрали тот путь, на котором сейчас находитесь.